Пианинки, привет, я Штукенция. Меня попросили объяснить, как научиться играть на пианино в быстром темпе. И у многих начинающих пианистов есть проблема. Ты вроде бы медленно можешь сыграть, а когда тебе нужно это сыграть быстро, не получается. И сегодня я вам расскажу, как же по-настоящему научиться играть куски произведения или полностью произведения, которые играются в быстром темпе. И почти все делают это неправильно. Почти все сначала, берут и очень долго учат медленно. Им кажется, то есть есть даже такая теория, что типа если ты выучишь произведение медленно, то ты всегда сможешь потом сыграть его быстро. Это, конечно же, полная ерунда. Ты можешь 1000 раз сыграть медленно одно и то же, но когда тебе нужно будет сыграть быстро, ты будешь попадать мимо клавиш, вне зависимости от того, что ты уже 1000 раз сыграл медленно. Фишка в том, вот представьте себе, что вы человек, который пытается объяснить другому человеку, как научиться бегать. И ты ему говоришь, ну ты просто очень много раз пройди медленно пешком эту дистанцию. Вот просто ходи вот так вот. Выучи каждую там горочку, выучи каждый поворотик, а потом, когда тебе надо будет бежать кросс 100-метровку, ты просто типа возьмешь и побежишь. Разве это так работает? Ну, конечно же, нет. Чтобы научиться бегать кросс или бегать какую-то быструю дистанцию, тебе нужно разрабатывать совершенно другие мышцы. И у тебя совсем по-другому работает тело, когда ты бегаешь. Даже если вы посмотрите на лошадь, которая идет шагом, и лошадь, которая скачет там галопом или потом быстрым скачем, как это называется, вообще скачет быстро, у нее совершенно по-другому идет динамика тела. В этом на самом деле фишка. Когда мы с вами сидим за инструментом, и когда мы играем медленно, у нас все мышцы работают иначе. Да, мы можем запомнить ноты, что здесь эта нота, потом эта нота, потом эта, и вроде бы мы все это запомнили, но когда вам нужно сыграть что-то быстро, ваше тело просто как бы не поспевает за этой скоростью. И здесь два момента. Чтобы играть что-то в быстром темпе, первое, что нужно сделать, это нужно сразу же учить в быстром темпе. Да, это звучит как абсурд, ты типа первый раз видишь ноты, ты такой, да, я типа запомнил, я только вот начал играть, и как мне сразу в быстром темпе играть? Кажется, что это типа, через какое-то время, потом я смогу. Нет, сразу же тренируйтесь. Вот вы запомнили один такт, сразу же берете и играете его максимально быстро, как можете. Может быть, даже сначала вы будете, у вас будут немного руки проскакивать по нотам, у вас будут какие-то кривые штуки получаться. Лайфхак, как начать, если у вас не получается вообще никак играть быстро, то есть у вас прям пальцы, я не знаю, как будто не двигаются, вам кажется. Это все тоже миф. У каждого человека пальцы достаточно развиты, я имею в виду, после там 2-3 лет, пальцы достаточно сильные и достаточно развиты, чтобы двигать ими с любой скоростью. Попробуйте вот так вот, сядьте и вот так вот подвигайте пальцами быстро, как только можете. А потом сначала вот так вот, напрягая пальцы, а потом немножко расслабьте руки и вот так вот, немножко как бы тряся ими туда-сюда, туда-сюда. И вы вдруг обнаружите, что типа, ничего сложного нет в том, чтобы двигать быстро пальцами. Любой может быстро двигать пальцами. Проблема в том, когда вот мы играем на пианино, нам кажется, что если мы просто начнем быстро двигать пальцами, это же не то же самое, что нужно. Нам же нужно какие-то правильные ноты нажимать. И тут включается мозг. Фишка в том, что когда ты играешь быстро, в любое произведение, пальцы-то у тебя могут хоть как хочешь. Берешь, очень легко двигать быстро пальцами, но что сложно? Сложно не двигать быстро пальцами, а сложно двигать быстро пальцами и нажимать именно то, что нужно. Вот. А как нажимать то, что нужно? Для этого включается мозг. Работа мозга во время игры в быстром темпе идет совсем иначе, чем когда вы играете в медленном темпе. Значит, смотрите, когда вы играете что-то в медленном темпе, у вас так мозг работает. Он такой, так, сейчас си, ты такой нажимаешь си, сейчас ля, сейчас нажимаю ля, сейчас соль диез, нажимаю соль диез. То есть мозг, вообще мы все очень ленивые, и наш мозг все время пытается сэкономить энергию. Он такой все время по минимуму старается трудиться. Поэтому, если вы играете что-то очень медленно,
Ваш мозг привыкает к тому, что у него всегда есть время на то, чтобы подумать, какую ноту сейчас прямо нажать, а потом следующую нажать, и у него есть время. Короче, вы на самом деле приучаете свой мозг лениться, и в итоге, когда вы захотите играть быстро, у вас может ничего не получиться, потому что по факту быстрая игра это не динамика рук это просто. Очень сложно это думать быстрее, чем ты нажимаешь клавиши. А теперь попробуйте, вот вы выучили один такт, точнее, вам нужно выучить 2 такта, чтобы понять эту идею. Допустим, первый такт вот такой, а второй такт. А теперь попытайтесь максимально быстро, как только можете, сыграть. Пусть вы будете мимо сначала попадать, неважно. И вот так вот поразминайтесь. И вы вдруг заметите, если вы так повторите раз 100, я вот не шучу, раз 100 вы повторите, вы вдруг в какой-то момент обнаружите, что ваш мозг начинает делать очень хитрую вещь. Пока вы будете играть один такт, он будет думать про другой такт, потому что он вдруг поймет, что у него нет времени думать такт в такт. Потому что вообще, когда вы играете быстро, ваш мозг чисто физиологически, невозможно как бы одновременно думать и играть в таком темпе. Это никто не может, ни один самый профессиональный пианист никогда так не может сделать. Любой человек, который играет быстро в быстром темпе, он думает на несколько тактов вперед. Это по факту как будто вы играете в шахматы, такой очень быстрый блиц в шахматы, у которого совершенно нет времени на то, чтобы прямо сейчас о чем-то думать, и вам приходится все время думать наперед. У вас должна быть стратегия, куда вы дальше пойдете. Поэтому нужно просто сразу приучить свой мозг работать наперед. И это достигается только тем, что вы... То есть вы, играя один такт, ваши глаза должны уже смотреть вперед, куда мне сейчас палец поставить дальше. Я замечаю за собой, что когда я тренируюсь так делать, именно разучиваю произведения либо в том темпе, в котором они должны играться, а желательно даже быстрее. То есть, допустим, вы играете Колизию. Мы с вами недавно разбирали Колизию. Колизия вообще очень медленное произведение. Вначале так вообще там заснуть можно, да? Медленно все. Никогда так не разучивайте. Когда вы разучиваете Колизия, вот в этом медленном темпе вы будете играть там на концерте, вы будете играть там для кого-нибудь. Но когда я разучиваю Колизия, просто для себя сижу, тренируюсь, как я играю Колизия. Я сижу, играю очень быстро. Почему я так делаю? Потому что я тренирую, вообще фишка музыки — это приучить свой мозг думать быстро, приучить свой мозг, как бы его оперативную память настроить под вот эту вот скорость. Потому что вот смотрите, если вы умеете играть что-то очень быстро и попадать туда, куда надо, то медленно сыграть вы сможете всегда. Но если вы умеете только медленно, вы не сможете играть быстро. В этом и есть фишка, потому что при медленной игре мы очень сильно ленимся, наш мозг отвлекается на все подряд, он не думает вперед. Вот, и еще такая фишка, если вдруг, смотрите, вам нужно, например, сыграть что-то очень быстро, у вас какой-то пассаж, который так быстро играете, да? Попробуйте, если у вас никак не получается набрать темп, вот вообще у вас, пальцы как будто бы вот задеревенели, прям вот, не знаю, не слушается. Попробуйте такой прием. Вместо того, чтобы играть каждую ноту отдельно, допустим, 4 ноты, да, возьмите вместо этих 4 нот аккорд из этих 4 нот. То есть нажмите их все сразу, вот так. А потом, уже нажав аккорд, потренируйте такую технику. Когда у вас как бы стоит аккорд, а вы берете и вот так перекатываетесь как бы с одного пальца на другой между этим аккордом. Вот так. То есть, по сути, что такое аккорд? Аккорд — это все ноты, сыгранные в максимально быстром темпе. То есть вы не слышите между ними даже разницы. Это аккорд. А если вы начнете вот так вот их как бы уменьшать темп, по сути, когда вы от аккорда переходите вот к таким штукам, это, по сути, вы уменьшаете темп аккорда. Я не знаю, как еще это объяснить. В общем, вы берете из аккорда и вот таким начинаете как бы перекатываться туда-сюда. Потом вы начинаете немного, как бы сидя на этом аккорде, немножко пальчики, как бы, знаете, вот так вот туда-сюда по ним ходить. И вы заметите, что от аккорда играть быстро очень просто. Видите?
аккорд, но не совсем. А когда вы будете пытаться просто сыграть быстро, вот так, кажется очень сложно. Поэтому здесь вообще все дело вот у нас в голове. Игра на пианино сама по себе технически очень простая. И люди иногда меня спрашивают, говорят, вот, наверное, у меня руки не подходят для игры на пианино, наверное, у меня руки не развиты, я не смогу физически играть на пианино, мне нужно физически тренироваться. На самом деле игра на пианино, это, мне кажется, только 10% физической именно тренировки, ну, чтобы, типа, там, мышцы как-то развились немножко, что-то такое. И 90% это вы тренируете свой мозг. Мозг музыканта, он работает совершенно не так, как работает мозг в обычной жизни. Это просто, по сути, все время мысли вперед, мысли вперед. Ты все время думаешь немножечко вперед, чем ты играешь. И это очень сложно, это энергозатратно. Вот. И, соответственно, вот эта техническая вещь, для того, чтобы понять, что вы можете быстро двигать руками, в принципе, просто сядьте за пианино и нажимайте абсолютно любые ноты с максимально быстрой скоростью. Ничего сложного нет, абсолютно любой может это сделать. А теперь аккорды с максимально быстрой скоростью. Ничего сложного нет, да вы даже можете по всему пианино вот так вот бегать. Любой может это сделать, там, ребенок, я не знаю, у нас всех хватает на это мышц. Но теперь осталось просто нажимать то, что нужно, а для этого нужна не физиологическая тренировка мышц рук, а именно вот, чтобы ваш мозг вам успевал сообщать сигнал, куда нужно нажать. А для этого вот нужна именно вот эта тренировка. Тренируйте все очень быстро. Даже если вы будете ошибаться, ничего страшного, вы потом всегда можете замедлить темп, уточнить какие-то ноты, потренироваться медленно. Но вот моя рекомендация: в каждую сессию, пока вы играете любое абсолютно произведение, сначала разбирайте его медленно, чтобы понять, что где нажимать. Потом обязательно играйте его в двойном темпе, в тройном темпе, потом играйте его в максимальном темпе, в каком можете, знаете, скачите быстро, а потом опять играйте медленно. И заканчивайте ваш урок на том, что вы опять прям как черепашки. И тогда вы заметите огромный прогресс. Через буквально несколько занятий вы вдруг заметите, что вы намного лучше играете, что у вас получается быстрее, у вас получается легче, вы думаете совсем иначе. Ну что ж, желаю вам удачи. Напишите, какие у вас еще есть вопросы на тему игры на фортепиано. Буду рада на них ответить. Всем пока!